Приветствую, друзья! С вами YouTube канал Малачете. Сегодня у нас на обзоре сканер, так называемый свисток от компании King Bolin. Данная бюджетная новинка будет полезна как владельцам более современных автомобилей ввиду наличия дополнительных функций, так и для владельцев более старых автомобилей, которые данные функции не поддерживают, но данный девайс все равно может оказаться очень полезным. Например, на автомобиле Chevrolet Lachetti он позволяет производить диагностику системы ABS, а также системы подушек безопасности со смартфона. То есть для диагностики системы ABS и подушек безопасности можно обойтись теперь без ноутбука, а достаточно всего лишь иметь смартфон. Еще одно неоспоримое преимущество данного сканера – это то, что производитель обещает пожизненное бесплатное обновление для данного прибора. То есть, если вы, например, покупаете какие-то другие сканеры со схожими характеристиками, то, как правило, через год они требуют платное обновление. Ну а в этом же случае с этим сканером, с этим свистком, производитель обещает, что у этого прибора будут пожизненные бесплатные обновления. То есть вам не придется больше тратить деньги, а достаточно просто купить этот прибор, и больше никаких затрат он не потребует. Но обо всем по порядку. В комплекте у нас удлинитель мне еще прислали для разъема диагностики. Такой удлинитель очень полезная вещь по двум причинам. Во-первых, с ним удобнее подключить адаптер в труднодоступных местах. Не у всех автомобилей колодки диагностики расположены удобно. И второе, это то, что когда мы подключаем к нему адаптер и потом подключаемся к колодке диагностики, то с данным удлинителем у нас меньше шансов забыть прибор в разъеме диагностики. А если вы диагностируете не свой автомобиль, а кому-то другому, тем более которого вы даже и не знаете, вы можете провести диагностику и случайно забыть сканер в разъеме для диагностики. Такое очень часто бывает, и это очень неприятная ситуация. Ну а с таким удлинителем он всегда у вас, можно сказать, болтается на видном месте, и вы про него забудете с гораздо меньшей вероятностью. И вот сам прибор. Довольно симпатичная и качественная упаковка. Вполне может даже подойти для подарка. Вот такая удобная вещь. В коробке у нас сам прибор в довольно хорошем чехле. Две инструкции на иностранных языках с QR-кодом для активации самого прибора. Также есть инструкция на русском языке. Инструкция очень качественная, все подробно описано. Как скачать приложение, как активировать прибор, как им пользоваться, какие у него есть функции. Это мы потом более подробно рассмотрим. Чехол твердый, то есть должен вполне нормально защищать прибор от повреждений. Вот такой вот приборчик, довольно симпатичный дизайн. Вот для наглядности обычный ELM, чтобы было наглядно понятно, какие у него размеры. То есть примерно как 3 обычных ELM мини. Сканер имеет два светодиода с обоих сторон, что очень удобно, потому что в разных автомобилях колодки диагностики могут располагаться по-разному. И иногда, если светодиод у нас с одной стороны, мы подключаем этой стороной, и мы не видим, устройство работает или нет. Поэтому это очень удобно, какой бы стороной мы не подключили, мы всегда будем видеть светодиоды, световую индикацию. Но это еще не все. Эта световая индикация светится разным цветом. Когда светодиод у нас горит зеленым цветом, это означает, что устройство у нас подключено к колодке диагностики, но не подключено к приложению. Если светодиод горит у нас синим цветом, значит сканер подключился к приложению. Если синий светодиод мигает, значит устройство передает данные, то есть работает. Если светодиод светится красным цветом, значит в данный момент времени сканер обновляется, либо обновление не удалось. Так, теперь нам необходимо скачать приложение. Заходим в Play Market, если у вас Android. Поиск. Нажимаем установить. Все, приложение установили. Так, далее нам надо предоставить приложению доступ к геолокации и памяти телефона, потому что без этого приложение не даст вам ничего сделать. Куда бы вы ни заходили, оно всегда будет требовать у вас разрешения на доступ к геолокации и к файловой системе. Нажимаем разрешить.
Так, далее, если у вас есть учетная запись, тогда вы просто входите в свой аккаунт. Если у вас учетной записи нет, тогда необходимо ее создать. Нажимаем «Зарегистрироваться». Здесь необходимо ввести свой email. Нажимаем «Продолжить». Далее вам необходимо ввести код, который придет на электронную почту. Нажимаем «Далее». Если вы хотите изменить интерфейс программы на другой язык, тогда нажимаем сюда, «Настройки», «Язык». Далее нам необходимо активировать устройство. Нажимаем «Активировать». Здесь нам необходимо ввести серийный номер и код активации. Их можно посмотреть в инструкции к прибору, либо можно просто отсканировать QR-код. Отсканировал QR-код. После смены языка нам желательно поменять еще одну настройку. Для этого переходим снова в настройки. И вот здесь желательно поменять меры измерения с английских на метрические, чтобы у нас были привычные меры измерения при диагностике. На главном экране у нас вот такое меню. Первое — это диагностика всей системы. Она будет полезна на более современных автомобилях, где установлено много систем, в том числе, например, панорамная крыша, управление радио и тому подобное. Далее у нас функции обслуживания, то есть это так называемые дополнительные функции. Здесь должно быть около 15 дополнительных функций, в том числе сброс иммобилайзера, сброс интервала замены масла, АБС, тормозная система и так далее. Вот можете посмотреть. Данные функции также будут доступны только на более современных автомобилях. Далее ОБД2 диагностика. Самое интересное для нас, это мы чуть далее рассмотрим более подробно. Запрос на покрытие транспортного средства — это поиск вашего транспортного средства. Можете ввести здесь ВИН-код автомобиля и нажать поиск, либо выбрать модель вручную. Ну и далее мы сможем посмотреть сохраненные отчеты, которые мы делали при диагностике, и посмотреть историю диагностики и быстро перейти к тому автомобилю, который записан в этой самой истории. К сожалению, Chevrolet Lachetti не поддерживает дополнительные функции, но я вам сейчас все равно покажу, как это все происходит. Подключаем прибор к колодке диагностики автомобиля и обязательно включаем зажигание. Диагностика всей системы. Здесь вы можете выбрать сканирование ВИН автоматическое, либо ввести ВИН вручную. Но опять же, на Chevrolet Lachetti ВИН-код не прописывается в блок управления двигателем, поэтому эта функция нам ничего не даст. Ну давайте посмотрим все равно. Прибор издал звуковой сигнал. Вот как видим, не удалось выполнить сканирование информации по ВИН, потому что в данном автомобиле ВИН-код не записан в блоке управления. Ну, давайте пока отмена. Сейчас вам покажу, какие марки автомобилей он поддерживает. Если вам необходим, например, Ford, то нажимаете «Скачать дополнительное ПО для диагностики именно автомобилей Ford». Но также необходимо понимать, что, например, здесь указаны автомобили ВАЗ, но это самые последние модели выпуска, то есть какой-то древней Ниве, либо ВАЗ-2115 вы подключиться не сможете. Итак, друзья, переходим к диагностике всей системы. Здесь вводим ВИН-код вручную. Нажимаем «Хорошо». Здесь обираем не GM, а DEO. Прибор издал звуковой сигнал. И светодиод засветился синим цветом. Ищем здесь свой автомобиль. Здесь, как мы видим, есть три варианта с Lachetti. Мы с вами выбираем третий вариант, как наиболее подходящий. Здесь мы можем выбрать блок управления двигателем, блок управления коробкой передач,
блок управления системой ABS и блок управления подушками безопасности. Давайте начнем. Я вам сразу покажу, что эта вся система работает даже с системой ABS, то есть даже с телефона вы сможете продиагностировать свою систему ABS. Выбираем ABS. На панели приборов засветился индикатор системы ABS. И здесь мы можем прочитать ошибки, сбросить ошибки, посмотреть поток данных, посмотреть информацию о версии и протестировать исполнительные механизмы. Здесь он называется тестирование привода. Давайте посмотрим ошибки. Как видим, ошибок нет. Если ошибки будут и вам необходимо их сбросить, тогда выбираете сброс данных о неисправностях. Давайте посмотрим поток данных. Здесь мы можем посмотреть на то, нажата у нас педаль тормоза или нет, количество ошибок, напряжение батареи, скорости колес. Давайте выберем все и посмотрим. Сейчас я нажму на педаль тормоза. И как мы видим, у нас выключатель стопа перешел в положение ON и немножко просело напряжение аккумуляторной батареи. Можем вывести график отдельного колеса, например, скорость переднего левого. Нажимаем вот сюда. И вот здесь мы можем посмотреть график именно скорости этого колеса, чтобы проверить датчик. Также можем нажать «Скомбинировать» и выбрать, например, все 4 колеса. Переднее левое, переднее правое, заднее левое и заднее правое. Нажимаем «Хорошо». И вот теперь мы сможем одновременно на графике посмотреть скорость всех колес. То есть при движении автомобиля мы можем определить, что какой-то из датчиков, скорость какого-то из колес сильно отличается от остальных. И на основании этого мы можем предположить, что имеются проблемы именно в цепи датчика этого колеса. Ну а если имеются какие-то обрывы графиков, либо какие-то непонятные провалы, скачки, то, как я показывал в одном из прошлых видео, ссылка будет в описании, то можно предположить, что там проблема именно с гребенкой на шрусе. Сейчас, друзья, кратко покажу, как это работает. Вот я двигаюсь на задней передаче. Теперь включаю первую передачу и делаю небольшое ускорение. Можно видеть скорость каждого колеса отдельно. И сейчас вот вывел скорость только одного колеса. Так, давайте еще вам покажу одну интересную вещь. Выходим отсюда и давайте посмотрим тестирование привода. Здесь мы можем протестировать работу насоса в блоке ABS. Давайте нажмем насос мотора, и мы должны услышать, как заработает насос в блоке ABS. Нажимаем ОК. И вот я думаю, вам было слышно, как отработал насос. Так, давайте пойдем дальше. Так, перейдем в диагностику подушек безопасности. Все, как мы вышли из диагностики ABS, индикатор на панели приборов погас. Переходим в подушки. Когда мы должны перейти в диагностику подушек безопасности, на панели приборов также должен только уже не засветиться, а замигать индикатор подушек безопасности. Устанавливается связь. Здесь мы можем прочитать ошибки и сбросить ошибки. И кодов ошибок в блоке управления подушками безопасности нет. Так, далее у нас это модуль управления коробкой передач. Я вам это показать не смогу, так как у меня механическая коробка передач. Давайте посмотрим блок управления двигателем. У меня двигатель 1.6, поэтому я выбираю 1.6 с блоком управления Siemens Sirius D42. Но здесь тоже есть свои нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Давайте посмотрим сначала коды неисправностей. Вот, как мы видим, у нас есть один код неисправности 1628. Это ошибка по иммобилайзеру. Допустим, если вы не знаете, что это за ошибка, вы можете нажать «Поиск». И вас сразу перекинет в Google для поиска информации по этой ошибке. Вот можно перейти на наш сайт и посмотреть, что это за ошибка.
Не устанавливается связь с иммобилизатором, то есть отсутствует связь с иммобилайзером. Такое бывает не обязательно по причине какой-то поломки, такое может быть даже из-за севшего аккумулятора, либо если вы отключали аккумуляторную батарею. Давайте попробуем сбросить этот код неисправности. Нажимаем «Сброс памяти неисправностей». Нажимаем «Да». Удаление завершено. Давайте посмотрим, что у нас есть тут в ошибках. Как видим, кодов ошибок у нас больше нет. Но еще раз уточню, что удаление ошибок это не ремонт. В данном случае я знаю, из-за чего у меня эта ошибка, потому что я отключал аккумуляторную батарею. Поэтому после подключения новой аккумуляторной батареи я этот код неисправности могу спокойно удалить, потому что я знаю причину его появления. Если же у вас присутствуют какие-то коды неисправности и вы не знаете причину их появления, тогда, конечно, необходимо сначала устранить именно причины этих ошибок, а потом их удалять. Ладно, пойдем дальше. Поток данных. Здесь тоже есть некоторые нюансы. Только параметров мы здесь можем посмотреть. Из всего, что я могу выделить, самого такого приятного, это, конечно же, управление EGR. Это то, что мы не сможем посмотреть при использовании обычного адаптера ELM. Я это имею в виду именно диагностика с телефона. На компьютере проблем с этим нет, конечно. Все делается при помощи программы Chevrolet Explorer, ну а с телефона это довольно-таки хорошая вещь. Также скважинность продукции адсорбера, напряжение датчика детонации. Датчики уровня топлива, давайте я вам сейчас покажу, выбрать все. Но ложка дегтя во всем этом это то, что происходит очень и очень все медленно. Я дальше вам покажу, как можно это дело ускорить. Вот здесь мы видим основные наши параметры. Это абсолютное давление в коллекторе. Причем программа нам показывает не только давление в килопаскалях, а и даже напряжение на самом датчике, то есть 1,4 вольта, что тоже довольно-таки удобно. Датчик давления кондиционера. И вот даже мы сможем посмотреть датчик положения EGR. Ну, на самом деле правильно было бы это назвать напряжение датчика положения клапана EGR, потому что это автомобиль Евро-2 и на нем EGR отключен. А так как разъем не подключен к клапану, то есть клапана нет физически, то напряжение будет 4,99 вольта, то есть 5 вольт. Если у вас на автомобиле Евро-3, Евро-4 и у вас подключен клапан EGR, то у вас напряжение будет от 0,5 до 0,7 вольта. Это нормальное напряжение на исправном клапане. Для просмотра следующих параметров необходимо экран потянуть немного вверх, и он перейдет на следующую страницу. Ну, как видим, все происходит также медленно. Здесь мы можем посмотреть обороты двигателя, скважинность продукции адсорбера, скорость автомобиля, состояние двигателя, что у нас сейчас остановлен, температуры, причем температуру как в градусах, так и напряжение на самих датчиках температуры. Как видим, сейчас температура у нас 12,7 градусов, это температура воздуха, а напряжение на датчике 3,9 вольта. Также видим уровень топлива 70% и положение дроссельной заслонки. Нажимаем вот сюда, например, положение дроссельной заслонки, и здесь мы можем посмотреть положение дроссельной заслонки в виде графика. Сейчас я нажму на педаль газа. Я нажал на педаль газа, но идет вот такая вот задержка. Вот только сейчас программа откликнулась, что не очень удобно. Но давайте пойдем дальше, потом посмотрим, как можно это дело ускорить. Потому что с такой задержкой не имеет смысла даже запускать двигатель. Параметры будут настолько медленно обновляться, что мы ничего с вами не поймем. То есть, когда мы подключаемся вот к этому варианту, то мы сможем диагностировать систему АБС, систему подушек безопасности, причем довольно быстро, без каких-либо проблем. Но вот при диагностике блока управления двигателем мы сможем посмотреть ошибки, удалить ошибки, но диагностику проводить довольно сложно ввиду очень медленной передачи данных. Но если мы вернемся назад, и вот если мы перейдем в ОБД2 диагностика, сейчас программа продиагностирует все возможные протоколы и должна подключиться теоретически к четвертому. Да, вот как видим, подключается к четвертому. И вот здесь мы можем посмотреть информацию о блоке управления двигателем, то есть произвести диагностику именно блока управления двигателем, с которым у нас возникли проблемы на прошлом этапе. То есть все было очень и очень медленно. Лампа неисправности выключена, кодов неисправности в блоке управления двигателем нет, зажигание включено, выбираем поток данных, вход, считывание существующих данных, выбираем все. И вот здесь, как мы видим, все работает намного быстрее. Если мы, допустим, перейдем в то же положение дроссельной заслонки,
Вот мы видим ее график, мы видим, как он быстро изменяется. Сейчас я нажму на педаль газа. И вот мы видим, мгновенно все реагирует. То есть у нас довольно хорошая скорость передачи данных. Нажимаю еще раз. Вот так все быстро. Уходим назад. То есть в этом режиме все у нас работает очень и очень хорошо. Но здесь намного меньше параметров, чем в предыдущем режиме. Как видим, абсолютное давление в опускном коллекторе у нас 96 килопаскаль, но в напряжениях уже нам эта программа не показывает, только в килопаскалях. Напряжение датчика кислорода 0,42 вольта, как и должно быть опорное напряжение датчика кислорода. Так как это автомобиль Евро-2, поэтому здесь отсутствует второй датчик кислорода, поэтому его напряжение равно нулю. Как видим, долгосрочная коррекция топлива практически равна нулю, что является тоже хорошим показателем. Давайте запустим двигатель и посмотрим на скорость обновления информации. Выберем абсолютное давление в опускном коллекторе. Как видим, оно постепенно снижается после запуска двигателя. И на полностью прогретом двигателе должно быть около 30 килопаскаль. В данный момент у нас 32 килопаскаля. Давайте посмотрим температуру. Это температура охлаждающей жидкости. Как видим, плавно поднимается. Уже 21 градус. Так, выберем датчик кислорода. На данном автомобиле датчик кислорода без подогрева, поэтому необходимо довольно-таки продолжительное время, чтобы он вышел на свои оптимальные значения для работы. Ну, как видим, синусоида уже пошла. Амплитуда постепенно увеличивается. Видим, долгосрочная коррекция топливоподачи равна нулю. Посмотрим краткосрочную. Она у нас идет в такт работы датчика кислорода. Немножко в плюсе. Угол опережения зажигания. В общем, вот так можно посмотреть показатели параметров. Довольно удобно, что есть графики. Их можно совместить. Например, абсолютное давление, положение дроссельной заслонки и температуру. И вот здесь мы можем посмотреть все эти три показателя на одном экране. Синим цветом у нас давление в опускном коллекторе, желтым положение дроссельной заслонки и красным температура охлаждающей жидкости. Вот такой прибор, друзья. По функционалу это что-то между EDAH Mini и EDAH, но у него есть свои неоспоримые плюшки. Для владельцев типа Chevrolet Lachetti и аналогичных это диагностика системы ABS, диагностика подушек безопасности и возможность это делать абсолютно бесплатно, неограниченное количество времени. Если вы захотите купить такой прибор, то можете сделать это по ссылке в описании, и там будет еще добавок, промокод, которым вы сможете воспользоваться.